Сегодня я хочу показать вам свой вариант. Таким кремом я украшаю абсолютно все свои работы. Крем получается стабильным и плотным, а главное из продуктов, которые всем доступны. Итак, давайте начинать. Сегодня готовлю крем на 3 белка. В первую очередь отсоединяю белок от желтка. Как вы видите, один белок у меня уже в чаше миксера, но это я планировала сделать крем, и тут поняла, что надо снять видео, потому что очень многие спрашивают. Ну а на самом деле процесс приготовления прост как никогда. Итак, аккуратненько отсоединяю желток от белка, таким образом, чтобы желток ни в коем случае не лопнул. Это очень важный момент в приготовлении крема. Будьте осторожны, потому что желток это жир, и если хоть одна капелька желтка попадет, есть вероятность, что крем не получится. Итак, рассоединила, и как вы видите, я белки не взвешиваю. В общем, я думаю, что будут многие комментировать мое видео, кто-то будет говорить, что это обязательно делать, но я вам показываю свой рецепт приготовления, которым я пользуюсь очень давно, все у меня всегда получается, так что если есть у вас желание, повторите, я думаю, все получится. И сюда же добавляю щепотку соли, это приблизительно 1/4 чайной ложечки. Чашу ставлю в миксер, но пока ничего не включаю. Теперь займусь приготовлением сиропа. Для сиропа мне понадобится сахар. Вот здесь очень важный момент. Сахар я почему-то всегда взвешиваю. И вот не было ни одного раза, когда я не взвесила сахар при приготовлении этого крема. Но это я так привыкла, и опять-таки показываю вам свой вариант приготовления. Итак, на один белок я беру 80 грамм сахара. У меня 3 белка, значит мне надо 240 грамм сахара. Опять из практики, если я добавлю на 5 или даже 10 грамм больше или меньше сахара, у меня все равно всегда все получается. И сейчас в сахар добавляю обычную питьевую воду. Воду я тоже добавляю на глаз. Но сейчас мой сахар стоит на весах, и вы можете посмотреть, какое количество налила. Но дело в том, что самое главное, чтобы сахар полностью покрылся водой. Но в данном случае, мне кажется, я переборщила, и здесь многовато воды. Ну, ничего страшного. Ее, в принципе, можно немножечко отлить аккуратно, но я оставлю в таком состоянии и посмотрим, что у нас получилось. Я вас уверяю, ну, точнее, вы уже видели результат. Все получилось без всяких проблем. Обязательно ставлю на умеренный огонь. Мне так больше нравится. Сахар с водой постепенно, медленно закипают и таким образом равномерно переходят в плавное кипение. Пока сироп закипает, напомню, белок с солью стоят в миксере, но я его не включаю. Так вот, делаю это по той причине, что у меня планетарный хороший миксер. Но если у вас ручной, вот сразу поставили сироп на огонь, берите миксер и начинайте взбивать белки. Ну а сейчас расскажу случай, который был со мной недавно. Буквально на днях я украшала торт белково-заварным кремом, и так пришлось, что украшала ночью. Мне не хватило крема, начала доваривать, и на мою порцию, которую я делала, мне не хватало 40 грамм сахара. Дала хорошенько выкипеть в воде, и у меня все получилось. Это я говорю к тому, что может быть и сахара можно брать поменьше, но в моем случае я привыкла, на один куриный белок я беру 80 грамм сахара. Пока с вами поговорила, за это время закипел сироп. Видео, правда, я ускорила, чтобы не забирать ваше драгоценное время. И как раз на этом этапе я включаю взбиваться белок с солью. Как раз этого времени, пока сварится сироп, вполне достаточно для того, чтобы взбились белки. Знаете, я это делаю, наверное, с той целью, чтобы беречь свой миксер. Иногда девочки говорят, что поставила сироп на огонь и сразу включаю миксер, чтобы взбивались белки. Я делала и так. И вот как в данном варианте, жду пока закипает сироп и потом только включаю миксер. Получается всегда. Но возможно это зависит от миксера. Если ручной миксер, то наверное лучше сразу взбивать белочки, как только поставили сироп на огонь. Ну а за это время закипает сироп. И вот здесь надо наблюдать. Ну если мой сироп стоит на умеренном огне, то я спокойно могу еще сделать какие-то дела там в течение 5-10 минут. Но это зависит, конечно, от порции крема, которую я готовлю. Ну в принципе, кто первый раз делает, лучше стойте над этим сиропом, смотрите, чтобы ничего не пропустили. Итак, сироп кипит, но мне надо знать, когда же он будет готов, чтобы добавлять его ко взбитым белкам. Я все определяю на глаз, визуально. Значит, смотрите, во время закипания у нас сироп активный, он так активненько кипит, бурлит, вот эти бульки, они образовываются, и так какие-то быстренькие, такие шустренькие. Но со временем вода испаряется, и сироп превращается в более густую консистенцию. И вот как раз, когда эти бульки кипения становятся более такими плавными, вальяжными, такими вот ленивыми еще можно их назвать, но сироп у нас прозрачный, красивый. В это время можно взять лопатку, помешать сироп,
посмотреть на ниточку, которая может образовываться. Но я вам хочу сказать из практики, не всегда она образовывается, это надо доводить сироп до такой густоты кипения. В общем, можно довести до густоты очень густой, сварить крем получится, можно оставить в таком состоянии, как у меня. В общем, на этом этапе я прекращаю варку сиропа, добавляю лимонную кислоту по вкусу, добавляю с таким расчетом, чтобы наш крем был сладким с приятной кислинкой. Хорошо размешиваю сироп и тоненькой струйкой вливаю во взбивающиеся белки. Ну а сейчас видео оставляю в реальном режиме, чтобы вы увидели, как вливается сироп и как происходит волшебное превращение сиропа и белков в крем. Пока происходит весь процесс, в свою очередь хочу сказать слова благодарности за то, что вы остаетесь неравнодушными к моим работам, оставляйте свои теплые искренние комментарии. Спасибо вам за это, мне очень-очень приятно. Ну и хочу ответить на некоторые вопросы, и это касается последнего видео. Очень многие задают вопрос по поводу аэрографа, так вот я хочу, наверное, сделать отдельное видео и вам поподробнее рассказать о нем. Это действительно очень хорошая вещь для тортодела, так что давайте в ближайшее время я сделаю все и вам покажу, конкретно отвечу на ваши вопросы. Еще такой вопрос задавала Инга Коева, можно ли торт украсить белковым кремом, ну а потом сделать шоколадные подтеки. Конечно, можно, только вот украсьте торт кремом, отправьте в холодильник, чтобы он был холодным, и потом только делайте шоколадные подтеки. Еще такой вопрос от Юлии. Остался ганаш, и можно ли хранить его в холодильнике, как долго? Конечно, хранить его нужно только в холодильнике, можно даже в морозильной камере, хорошо плотненько закрытым. И если в холодильнике, то где-то неделю, в принципе у меня больше 2 дней он не стоял, ну а морозилкой, конечно, еще дольше. А еще многие пишут, что у меня очень приятный голос. Спасибо вам за это, мне очень-очень приятно. И также пишут, что золотые руки. Но это вы, конечно, преувеличиваете. Спасибо огромное. Это просто от того, что я очень много делаю тортов. И, конечно, практика – великое дело. Но за это время я еще вливаю сироп. Как вы видите, тоненькой струйкой, спешить никуда не надо, потому что однажды я влила так чуть быстрее, и получилось, что крем свернулся. Белочек свернулся от горячего сиропа, так что это вот спешить не надо. И на этом этапе добавляю экстракт ванили, можно просто сухой ванилин добавлять, и жду. Теперь мне остается вот немножечко подождать, и крем практически взобьется. Как вы видите, он уже становится такой плотный, и он потихонечку начинает отскакивать от чаши миксера. Вот такие прям завертушечки крема становятся более плотными. Вот сейчас, смотрите, видите, прям на глазах он начинает плотнеть и быстренько вот отскакивает от чаши миксера. Вот это считается крем готовый. Ну, я еще сейчас дам ему буквально там пару раз прокрутиться венчику, и все будет готово. Ну вот и все. Выключаю миксер. Как вы видите, крем очень плотный, стабильный и очень-очень вкусный. Смотрите, как держится на венчике. Его так просто отсюда не убрать. Надо прям приложить усилия и хорошенько сбить с венчика. Сейчас я вам все покажу. Вот, смотрите, какой он классный. Вот сейчас я начинаю отбивать, а он, видите, ну прям очень-таки сложновато. Но это хорошо, он не сильно густой, он вообще, ну прям отличная консистенция у него получилась. И сейчас на вкус пробую, он очень вкусный, он такой приятно сладкий, с легенькой кислинкой. Он, как, кстати, писали мне, что крем приторно-сладкий. Нет, вот обязательно добавляйте лимонную кислоту, она и вкус придает, и, кстати, это не дает свернуться сахару, он не кристаллизируется. Ну а вот и мой крем. Как вы видите, он прекрасно, у него консистенция, он такой весь прям, ну, идеальный, как по мне. И, кстати, заметьте, это порция на 3 белка, чаша у меня миксера на 4 литра. И вот он какой пышный и воздушный получился, практически полчаши крема.
Так что если вы хотите научиться делать белково-заварной крем, у вас обязательно все получится. Только у кого-то с первого, у кого-то со второго раза, а кому-то надо попробовать 5 или 6 раз. Так что пробуйте, у вас все обязательно получится.